Всем привет, с вами Феникс. Сегодня стартует новая серия по культовой игре No Man's Sky. Спасибо, что заглянул. Именно ты делаешь этот контент живым и даешь мне мотивацию двигаться вперед. Лайк, комментарий или твоя подписка – это огромная поддержка, вдохновление снимать еще больше крутых видео. Если тебе нравится то, что я делаю, подпишись, это правда помогает и мотивирует. Спасибо, что смотришь и остаешься со мной. Ну что, погнали вперед к звездам? Ну что, это наш No Man's Sky, вторая серия. Ребятки, погнали быстренько, пересохранимся, на всякий случай пополним нашу защиту от вредных факторов. И вспомним, что мы тут делали с вами. Мы на раскаленной планете. И мы будем стараться в этой серии как можно быстрее построить, вернее, пройти по серии так, чтобы можно было улететь вот с этих проклятых планет. То есть сегодня мы чисто идем по нашему квесту, по нашей серии дальше. Предлагаю сейчас улететь на орбиту с этой планеты. Просто улететь на орбиту с этой планеты и подобывать немножко трития нам бы надо. Чуток. Во-первых, вот такая вот у нас планета, на которой мы живем. Куда же нам деваться? Да, вот так вот она выглядит. Давайте чуть отлетим в сторону. Чуть отлетим в сторону. И посмотрим. Так, что у нас там нужно? Запущена программа обитания, это понятно. Потратьте извлеченные данные. Модули. Так, трития есть, немножко взяли. Чутка трития уже получили. Вообще, кто смотрел прошлую серию, если кому довольно интересная серия получилась, пересмотрите, кто не смотрел. Мы вот здесь поселились, наша база. Давайте на нее слетаем. Полетели на нашу базу. Потратим чертежи исследований, которые... Нам нужны чертежи исследований для изучения там дальше нашей базы. Чертежи исследований добываются на планетах. Я вам покажу, как это делается. Вернее, модули, не чертежи, а модули исследований. Добываются на различных планетах. Они откапываются с помощью манипулятора ландшафта. Но у нас с вами красная система, она малообитаема, она непригодна для жизни, и тут нормальную базу не построишь. Те, кто не смотрели прошлую серию, скажу, что мы летали по нескольким планетам, изучали их, смотрели, искали место для базы. И вот нашли какое-то подобие плюс-минус планеты, где еще можно более-менее жить, ну и развиваться. Мы сегодня идем по нашей сюжетной линии, по нашим квестам, для того, чтобы улететь с этой системы. Летим к нашей базе. Вот мы уже подлетаем, близки уже к ней. Так. Как я говорил, сейчас приземлимся, посмотрим, что мы там настроили. И нам нужно будет еще подобывать, скорее всего. Да, тут просто укрытие пока, даже базой приземляемся. Даже базой назвать тяжело. Так, микрофончик подвинем поближе, по-моему, далековато. TX. Что это у нас такое, кстати? Натрий. Месторождение натрия есть, а? А чё я его раньше не видел? Вот, натрий надо собрать. Натрий это защита наша. Я тут в прошлой серии говорил, что манипулятором возле базы не люблю сильно ковырять, чтобы не оставались вот такие вот дыры, да, потом которые остаются. Но эта база у нас очень временное пристанище для того, чтобы просто там перерабатывать ресурсы, собирать, складировать их и как можно быстрее покинуть эту систему. Мне система не нравится, потому как тут она реально для чисто выживания такого жесткого
Мне не нравится чисто даже внешний вид больше. Не потому, что выживание жесткое и все прочее, да, а именно внешний вид. Ну такая, видите, она безжизненная. И все тому подобное. Тут сканернули. Ничего. У нас тут интересного нету. Вон, живность летает какая-то, да, сканируем сразу. Что-то новенькое летает. На этой планете нету, на других планетах у нас были существа агрессивные. Так, закрытый тайник. Это нам не надо. Залежи натрия нам пока не нужны. У нас здесь нету тайник. Печаль, да. У нас модули строительных исследований здесь почему-то не зарыты рядом нигде. Да, не зарыты. Вот такая вот база, так у нас выглядит. По поводу чертежей я, по-моему, не добывал. Сейчас давайте еще посмотрю. Так, блок анализатора активирован. Рекомендации системы диагностики. Добывать извлеченные чертежи для строительства, да? Да, вот я хочу модуль телепорта построить. А, у меня есть, да, пару есть. Да, у меня есть несколько извлеченных модулей. Я это сделал за кадром, сорян. Ну, это еще лучше. Металлическая обшивка, короче, и углеродные нанотрубки. Обшивки 4, углеродные нанотрубки нам нужно 2. Ну, тогда делаем. Делаем сейчас. Все это делаем. Так, тогда делаем металлическая обшивка. Нам нужна и углеродные нанотрубки. Нанотрубки у нас уже есть. А вот металлообшивка нам надо будет 4. По-моему, так. Есть такое. Изучаем. Есть. Технология строительства. Отлично. Да. Модуль телепортации. Есть. Изучили. Все отлично. Телепорт у нас есть. Маяк сохранения и биотопливный реактор. Я хочу изучить сразу биотопливный реактор. Для того, чтобы было у нас какое-то электричество. Так, провода, так сказать, сразу, да, изучим. И батарея. Вот на батарею нам уже не... А, не, хватает. В принципе, биотопливный реактор, можно копить батарею, да. У нас 5. Давайте сразу батарею сделаем. Намагниченного феррита нужно еще добыть. И понял я, да. И маяк сохранения. Вот маяк сохранения очень нужная вещь. Нитрат натрия. Так, намагниченный феррит нам нужен и нитрат натрия. Сейчас это мы сделаем. Так, тритий. Нет, с трития мы дигидроген не будем добывать. Тритий нам и без этого нужен. А вот натрия немножко, чтобы сделать нитрат натрия. Фрагмент кристалла. А что из него можно сделать? Ничего из него сделать нельзя, я понял. Так, возвращаемся. Возвращаемся. Натрий, 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 медь. Ферритная пыль, фосфор. Намагниченный феррит. 21, а нам, по-моему, 60, да, я говорил, надо было. Да, вот ферритная пыль. А у нас ее нету. Нам надо добыть немножко ферритной пыли будет. Понял. А натрий мы же только что добывали. Кобальт я вижу. Медь я вижу. Силикатный порошок я вижу. Углерод я вижу. Тритий вижу. Натрий. Вот. Нам чуток нужно натрия сделать. Нитрат натрия. Сейчас мы много делать не будем. Там, в принципе, его тоже можно использовать. Ну, половину переработаем, половину оставим. Давайте процентов 50 сделаем и посмотрим. И на этой планете еще есть натрий, конечно, можно добывать. Ну, посмотрим. Не будем сильно расходовать свои запасы. Они нам еще будут нужны. Остановить. Есть, иди сюда, и ты иди сюда. Такое есть. Так. Есть чертеж записан в каталог, соответственно. Это хорошо. Да, и... А еще нужен намагниченный феррит. Так, вот это, конечно, нам бы сделать. Золото нужно, хромметалл, металлическая обшивка. Но это сделаем чуть позже. Мы пока будем пользоваться биотопливным реактором на этой планете. Есть, это изучено. Ну, чудесно.
Давайте попробуем. Попробуем. Ферритная пыль, да, нам нужна с вами? Ферритная пыль, это вот с таких вот вещей добывается. Так, живность. Не забываем сканировать периодически, смотреть, что новенькое. Тут ничего пока нового нету. Угу. Ферритная пыль. Чуток феррита сейчас добудем. Совсем, в принципе, немного. Так, нашу базу можно переименовать, но это само собой. Нам пока это не надо. Ага, у нас свободных ячеек в инвентаре уже нету, но мы сейчас это дело немножко подразгрузим. Чутка. Я думаю, хватит феррита. Продвинутый расщепитель, я понял. Я понял. Текст. Такие жожуба и прочее. Давай, добывайся. Это такая гринделка постоянно каких-то ресурсов. Ну, в принципе, игра. Это игра про исследование космоса, про выживание в космосе. Про гринд всяких ресов постоянно. Гриндить нужно постоянно, регулярно. Поэтому это чисто такая фановая игра под эти вещи. Кому нравится, надеюсь, сейчас залипать. Это, конечно, прикольно. Так, давайте не будем много времени на это терять. Все эти ресурсы в дальнейшем мы в основном будем, скорее всего, приобретать на базах в космосе, на аномалиях. Чтобы этим гриндом постоянно не заниматься, мы закупились, просто у нас будет всегда это уже в наличии. Так, побежали на базу. Сейчас по заданию мы идем, да, нам нашу базу типа можно переименовать. Предлагает подбежать и попробовать. Сделать снимы, загрузить. И вот мы можем ее переименовать. Если у нас есть на это желание. Ну, у статипу, я даже не знаю, как мы нашу базу назовем. Ладно, ребятки, давайте мы оставим сейчас такое название, какое есть у базы. Предлагайте название базы. Ну, по квесту нас все равно переименовать. Давайте я пока такую делаю базу, под номером сделаю, а вы предложите название. Как вы хотите, чтобы мы назвали вот эту базу? Вот эту черепашку. Как мы ее назовем? Все, ждем. Пишите в комментариях. Жду от вас название этой нашей мини-временной базы. Ну, а там кто его знает, насколько она временная, это покажет наша игра. Без вас мы называть базу не будем. Так, забегаем сюда. Так, постройте телепорт базы, да? Угу. Сейчас мы место под него поберем. Давайте так вот напротив. Напротив построим телепорт базы. Да, идем по квесту. Строим телепорт наш. Есть такое дело. Телепорт наш. Металлическая обшивка 4, нанотрубки. А, это мы уже построили. Что это он возмущается? Есть. Подайте питание на телепорт базы. Да, я понял. Питание на телепорт базы мы можем подать. Давайте, надо здесь сделаем. Вот на улице давайте мы сделаем у нас электрика. Что у нас по электрике есть? Вот. Металлическая обшивка нужна, да, будет. И здесь намагниченный феррит нужен. Пойдемте запустим, пусть готовится намагниченный феррит. И сейчас сделаем, наверное, металлической обшивки парочку штук. Есть такое дело. Металлическая обшивка. А, у нас только на одну есть? Нет, стоп. Если зажимаем Е, мы еще сможем сделать. Ферритной пыли у нас немного, насколько я понимаю, да? Намагниченный феррит нам нужен. Сейчас запускаем.
Нам нужна ферритная пыль. Из нее делаем намагничный феррит. 1 к 1. Ну, в принципе, нормально. Должно получиться все. Давайте подождем даже. Давайте подождем. Сделаем чуток. 120, я думаю, хватит. Есть такое. И есть такое. Ну и посмотрим, давайте. Так, не будем сильно тут где-то... Все, мы это все создали. Давайте делать. Так, биотопливный реактор делаем. Сделаем его вот здесь, поставим, давай. 1. Ну и, наверное, поставим 2. Пусть будет 2. Хочу, чтобы было 2. Все-таки будет батарея тоже. А, намагничный феррит нужен. Ага. А я что делал? А я делал, получается, ферритная пыль, намагничный феррит. Потратился, наверное, сюда еще? Да нет. Намагничный феррит 60. Ну, у меня что было? Так, а куда мы делали? Дели ты его? Намагничный... А, это чистый феррит, ребятки. Вот теперь будет намагничный феррит. 60 намагничного феррита, 120 сделать не получится. Не получится. Ну ладно, хотя бы 60. Попробуем, что получится. Надеюсь, хватит. 60, так 60. Да, на 60 должно хватить. Одна батарея у нас с вами будет. Все есть. Взяли, погнали. Так, сегодня у нас такие базовские наши строительные моменты. Или базовые, да, если правильно сказать надо. Так, куда поставим батарею? Батарею предлагаю поставить где-нибудь вот здесь. Нет, не будем здесь, она пока мешает. Вот здесь поставим одну батарею. Позже у нас будут, когда... Давайте вот так, оп. Пока одну, у нас, к сожалению, ресурсов только пока на одну. И запитываемся, да? Отсюда сюда. Отсюда сюда. И теперь от батареи давайте нашу базу. Тут мы запитать не можем, пока нет смысла. А куда ж нам лучше так сделать? Давайте вот сюда. Есть. И давайте изнутри, изнутри посмотрю, как будет лучше сделать. И, наверное, вот сюда запитаемся. Вот сюда запитаемся. Вот сюда, сюда тянем. Вот сюда. Отсюда запитаемся мы с вами вот сюда. И здесь то же самое мы соединимся, да? Да, я думаю, правильно будет. Отсюда мы запитаемся вот сюда. Есть. Так, а что их тут два? Не понял. Они, получается, не запитаны, что ли? Подождите. Почему у нас тут их тут два? Ну, да, получается, как бы не запитано. Я так вижу. Я же вроде пытался соединить. Что, он не захотела? Странно. Ладно, давайте посмотрим сейчас. Давайте подключим. Посмотрим, будет ли питание или не будет ли питания. По-моему, там что-то не соединилось у меня. Так, что мы сюда можем закинуть? Углерод, да, можем. Углерод, сжатый углерод. Давайте углерод закинем. Есть. Пошло дело. Пошло заряд. И да, вот у нас, видите, на хранение в батарею потихонечку пошло. Подайте питание на телепорт базы. Да, на телепорт базы действительно питание у нас не пришло.
там действительно нет соединения. Вот видите, там где у нас синий провод идет, это у нас уже подключено к электроэнергии. То, что у нас красное, типа не подключено к электроэнергии. Получается как-то так. Так, включаем и смотрим. Отсюда дошло, получается. Мы потом тот провод уберем просто. Сюда пришло, все. Теперь правильно подключили все. И у нас теперь все с вами заработало. Есть. Второй потом уберем. Ну, как бы все, можем путешествовать. Мы можем улетать к другим нашим базам. Видите, вот наши базы, тут будет список наших баз, сейчас на одна конкретно, да, другие базы, других игроков, есть группы. Ну и вообще смотреть, куда можем перемещаться, где мы недавно были. Но пока, на данный момент, у нас база одна, исследование всего лишь, поэтому мы сильно никуда не переместимся. Ну вот у нас журнал компьютер базы обновлен, возвращаемся и смотрим, что у нас дальше по квесту будет. Так, сейчас батарея, давайте я посмотрю батарею, чтобы мы ее зарядить, разрядить сможем. Ну, нормально, я второй пока не буду запускать, пусть пока заряжается. Время до полной зарядки 22 минуты. С электроэнергией там гайд будет позже. Когда мы уже хоть немножко построимся, будет почему там чего показывать. Давайте глянем, что у нас компьютер базы говорит. Открывается журнал пользователя. Восстановлен дополнительный архив. Воспроизведение записи 4925F. Сканер засек необычный сигнал. Без конца повторяет 16 абракадабра с космической станции. Конец архива. Запись прервана. В архивах компьютер базы не осталось записей. Похоже, что я здесь ничего не узнаю. Судя по всему, мой предшественник покинул свою базу и отправился на космическую станцию. Ну, ребятки, наш путь теперь будет лежать на космическую станцию. Скорее всего. Да, изучите космическую станцию. Пройдите по следующим, по следам, по следующим. Вот этот дымок такой, который вот прямо, он все время вводит в заблуждение, как будто бы там звездолет. Изучите космическую станцию, пройдите по следам предыдущего владельца компьютерной базы. Так, где у нас следы уводят нас в космос. Вон туда с вами. Полетели вперед с приключением. Наконец-то. Ну что ж, отправляемся. Где ты? Вот. Вот, вне планеты. Летим, посмотрим. Нажимаем ускорение и погнали. Очень хочется эту систему звездную поскорее покинуть. Да, в дальнейшем мы, может быть, вернемся на красную систему по квесту, но очень хочется на какую-то зеленую, такую насыщенную планету, где все красиво, попасть поскорей. Так, летим. Нас еще ожидает тут война с всякими пиратами, охотники за головами, ну и прочим. И прочими созданиями космоса. Также будем еще корабли космические разбитые лутать, воевать, здесь сражения будут, захватывать корабли, торговать, изучать. Это только начало. Так, ребятки, мы приближаемся к космической станции. Посмотрите, ребят, на это. Те, кто никогда не видел, это вот так выглядит космическая станция. Их недавно изменили внешний вид. То есть они тут разные, разнообразные. Для того, чтобы нам попасть на космическую станцию, нам нужно попасть в зону действия вот этого луча. И, соответственно, начать посадку. Просто попадаем, нас автоматически все сажает. Запущен процесс приземления. Мы первый раз посетили станцию. Посмотрите космическую станцию, найдите форму жизни, которую можно расспросить
о таинственном сигнале. То есть нам, скорее всего, сейчас придется пообщаться. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Я вроде бы звук сделал тише, но я вот не знаю, ребят, не мешает вам музыка? Так, это у нас станция геков, сразу видно. Да, вот они, геки. И нам нужно пообщаться теперь с геками. Просто расспросить у них, может, какую-то информацию они нам дадут еще. Ну, сейчас мы язык не изучили, поэтому такая вот абракадабра и изученный язык, вот гек у нас зеленым подсвечен, то слово, которое мы знаем. Инопланетянин вскрикивает при моем приближении. Похоже, он рад меня видеть, но я не могу разобрать ни слова из его болтовни. Возможно, он сможет узнать сигнал, который упоминает компьютерные базы. Спросить о 16. По лицу существа пробегает удивление, удивительное выражение. Он выступает, странно пахнущий газ выпускает. Интересно, а с какого места? Похоже, на этот наш разговор окончен. На этом. Что-то у меня сегодня язык заплетается с вами общаться. А что это он за газ странно пахнущий выпустил, а? Ты, блин, Серун. Это какого места ты выпустил? Газ. Странно пахнущий. Так, ну тут опять абракадабра. Инопланетянин ожидающе смотрит на меня. Он явно чего-то ждет. Возможно, он знает того, кто был до меня. Спросить о других странниках. А ну-ка. Удивленное моим вопросом, существо издает громкий вопль. Я не понимаю его слова, но оно мотает головой. Я понимаю значение этого жеста. Ну, понятно. Не знает он нифига. Помотал головой, ладно. Давайте вот посмотрим. Это, насколько я помню, Корваксы, кажется. Привет, привет. Сущность аналитик. Аналитик Нико. Металлическое существо начинает тараторить, выстреливая слова на неведомом мне языке. Моргая, я каждый раз вижу перед глазами тоже алый свет, что слепит меня у аварийного маяка. Так, говорим 16 ему. Ну, мы наблюдаем за тобой, странник друг. Найди то, что мы тебе оставили. Ничего себе, он что знает, да? Инопланетянин говорит, но это чужие слова. Цепочка кода эхом возвращается ко мне вместе с красным взглядом и сохраняется в моем экзокостюме. Да, интересно, что же все-таки мы там найдем? Мне лучше уйти, возможно, компьютер моей базы сможет разобрать этот код. Нам предлагают вернуться, судя по всему, на базу. Мы нашли с кем поболтать на этой станции. И теперь вот мы прошли с вами, ну, квест, да, промежуточный, по поводу изучения базы. Давайте я пробегу быстренько, посмотрю, вот здесь вот в цветочках можно всякие вкусняшки понаходить. Заодно вам покажу эту базу. И теперь на эту базу мы можем, по сути, тоже телепортироваться с помощью телепорта. Так как мы здесь побывали, посмотрели. Сейчас мы здесь все это дело пособираем. Пособираем быстренько и отправляемся дальше в путь. Дальше в путь. Не будем так как брезговать никакими ресурсами, пока у нас ничего этого нет. Незащищенный архив. Это что такое? Вот, немножко нанитов нашли. Дальше мы вообще торговать тут будем. Прилетающие вот корабли различных странников. Вот, пожалуйста, к примеру, вот торговец. Или это он не торговец, да? А уйти, да. Существо смотрит на меня со смесью удивления и страха. Похоже, что нечего мне сказать больше. Это мы с ним поговорили, и это просто он тут что-то показывал. Вот, возле кораблей обычно стоят капитаны этих кораблей. И в дальнейшем мы будем... Вот он стоит, вот видите, вот ноги торчат от него. Мы можем с ним там пообщаться. И там предложить поторговать, к примеру. Предложить торговать. Вот. Мы можем купить там его обшивку, продать, что нам что ненужное, что купить, что нам нужное, да. Давайте ферритную пыль я хочу у него приобрести. Потому как, ну, она мне нужна, я постоянно добываю.
Все, солнечные батареи, короче, можно вот обшивку, все это можно здесь приобретать. Это первое. А второе, можно покупать у них звездолеты. Либо пригласить его завербовать к нашу эскадрилью. Пока это делать не будем. Вот показывает он его звездолет. Количество слотов нас интересует, которые у него есть. Соответственно, технологии, которые у него есть. Вот С-класса звездолет. Пока тоже мы это делать не будем. Отказаться. А почему мы будем искать нужные нам звездолеты? Возможно, звездолет Стражи в ближайшее время найдем какой-нибудь. Он уникальный более-менее по внешнему виду, да? И мы будем скупать иногда эти звездолеты, когда у нас будет финансов побольше, и просто-напросто их продавать, забирая с них там нужные нам компоненты. Чертежи добывая, наниты и компоненты. Так, давайте пообщаемся еще вот с этими ребятами. Воин выглядит, как будто хочет кого-то убить. К счастью, на это желание, на меня, вернее, желание не распространяется. Это вайкины. И что я прибежал сюда, нужно попросить помощи с диалектом. Нужно часто общаться с такими ребятами, со всей расы. И нужно вот изучать какой-нибудь символ. Символ торговли давайте изучим. Вот, давай. Это просто даже полезно для нас в дальнейшем, чтобы мы больше понимали, что к чему. Так, давайте пообщаемся. Нужно потренировать, сделать подарок. Ну, давайте реликвию геков подарим им. Сделаем подарочек небольшой. Все, отношение с расой геков у нас улучшено. Так, есть такое дело. Попросить помощи с диалектом. Давай. Символ... Ну, давайте дружбы. Мы дружелюбные ребята, пусть будет дружба. И постоянно, особенно поначалу, нам желательно бегать, общаться со всеми существами, просить у них там либо помощи, либо пообщаться. Вот так, символ торговли есть. И мы можем заниматься на таких станциях торговли, брать квесты. Я просто вам сейчас брать ничего не буду, я просто покажу. Вот, к примеру, торговля у нас возможна. Мы можем что-либо покупать, включая модули, что-либо продавать. Пока нам нечем торговать особо. Также на этих станциях можно продавать свои космические корабли, разбирать их. Это у нас что у нас? Продается технологии, к примеру. Купить модуль улучшения. Вот у нас есть модули различные. Лучше всего, конечно, модули S-класса. Тут отличаются по классам. C наинизший, B, соответственно, есть S-класс. Вот пушка вездехода, расщепителя вездехода. У нас вездехода пока нет, не будем пока это делать. Модуль двигателя. Это мы еще отдельно будем заниматься. Мы это дело посмотрим чуть-чуть дальше. Прям отдельно поковыряемся, посмотрим. Я хоть сам посмотрю. Очень давно в этой игре не был, станции не видел. Вот, пожалуйста, продавец еще один технологий для звездолета. Купить модуль улучшения для звездолета. У нас, как видите, не хватает денег, нанитов на это все дело. Модуль гипердвигателя. Это пока мы покупать ничего не будем. Защиты звездолета модуль. Модуль гипердвигателя. Ну не, пока брать такой не будем. Пособираем лучше все это дело. То я, наверное, с дозаклатором немножко позарабатываю денег, потому что такое довольно нудное дело этим заниматься. А с вами будем уже идти непосредственно по сценарию. По прохождению. Символ геков, символ торговли. Давайте, есть. Так, ну что, предлагаю лететь дальше. Тут мы побегали. Здесь можно поменять наш внешний вид. Завершен важный этап у нас путешествия, какой-то очередной. А выучили количество слов. Я понял. Так, есть модули улучшения нашего костюма. Защита от радиации. Защита температуры, я вижу, есть. Модуль подводной защиты. Но у нас ни на что из этих модулей нету, как видите, денег вообще.
Это мы еще будем всем этим заниматься, все нам еще предстоит. Но сегодня мы идем по квесту. Так, куб с зашифрованными данными. Давайте посмотрим, куда нас с вами пытаются забросить. Побежали на наш звездолет. Взлетаем и улетаем. Погнали. Ну и посмотрим, куда нас там поведет. Идет у нас, судя по всему, на компьютер базы. Да, предлагает лететь обратно, приземляться к нам на базу и там уже изучать. Полетели. Кстати, теперь станцию, насколько я помню, мы еще посмотрим, да, можно ее вызывать, эту аномалию. Это вылетаем в космос и через меню выбираем, вызываем станцию. Это дальше там еще я покажу, как это делается. И как я обещал, пока мы летим, в следующей серии, скорее всего, выйдет гайд именно по старту. По старту, по меню, то, что я говорил в прошлой серии, по менюшке, по управлению на первоначальном этапе. А возможно, выйдет даже 2 серии. Следующая 3-я серия и гайд отдельно выйдет. Пишите, как вам удобнее. Я думаю, наверное, все-таки второй вариант лучше, да? Когда выйдет серия целиком и дополнительно маленький гайд какой-то выйдет еще. Наверное, так будет даже поинтересней. Да, поступим, наверное, так. Прилетаем мы на планету. Садимся. И... Да, все-таки прикольно сделаны планеты. В процессе приземления прорисованы все эти моменты сделаны. Прям интересно. Конечно, она очень сильно отличается от того, что было там пару лет назад, когда ее только-только выпустили. Она была крайне сырая, потеряла много своих потенциальных, как говорится, покупателей этой игры и своих постоянных игроков также. Она комьюнити очень сильно потеряла. Но со временем, довольно редко такое бывает, но тем не менее она вот наверстала упущенное. Обновили, довели игру до состояния такого, что вот она реально одна из топовых выживалок в космосе. Так, работа с архивами завершена. Хотите выбрать новую задачу, начать расшифровку. Дешифровка. 16, 16, 16. Ну, понятно. Так, текст сообщения. Посмотрим. Странник находит свои крылья. Лети к нам и займи свое место среди звезд. Интересно. Ну что ж. Обнаружены признаки жизни. Ребята, нас ждут новые приключения. Нас ждут новые приключения. К ним мы, конечно же, полетим. Полетим, потому что мы не знаем, как далеко до них бежать. Так, смотрим. Первое, то, что мы сделаем, это взлетели. Кстати, надо посмотреть, у нас взлетный ускоритель уже довольно сильно. Так, сейчас мы глянем, далеко ли долететь до сигнала. Ну, как бы путь не близкий. Путь не близкий. Может быть, проще вылететь на орбиту системы, с орбиты. Кстати, можно тогда укорачивать маршруты. Это просто-напросто взлетаете на орбиту. Ну, хотя тоже довольно быстро приближаемся. И с орбиты уже подлетаете. Тем самым укорачиваете себя гораздо путь, чем вот сейчас, как я вот сейчас лечу, да. Я просто сейчас лечу, покажу вам одну планету, сам посмотрю. Сколько нам тут лететь осталось? 15 секунд, мы уже полпути пролетели. Скорее всего, надо гору перелететь. Правильно? Ой-ой-ой-ой. Правильно, надо перелететь гору. Давайте я пролечу. Пролечу, перелечу. И где-то что-то здесь, судя по всему. Так, куда нас ведет? Возможно, сигнал бедствия. Не-не-не-не-не-не-не-не, стой. Подождите.
Так, дайте я сделаю следующее. Я сейчас немножко все-таки отлечу. Мне просто сверху будет удобней. Слегка отлетел. А вот теперь будем искать этот сигнал. Будет просто так удобнее зафиксироваться на нем. Да, вот он. Процедуры посадки. Это понятно. Все, и теперь на него прям будем приземляться. Вот так удобнее всего это делать. Когда летите по планете, вот такие вот нюансы могут быть, что можно чуть-чуть подзаблудиться. А так вы точно сверху прямиком приземляетесь в нужную вам точку. Ой-ой-ой-ой. Закрутило нас. Завернуло. Так, есть. Давайте посмотрим, что тут за сигнал бедствия у нас какой-то. Что тут у нас за сигнал? Ух ты, у нас тут, гляньте, прям сразу рядом с нами ядовитая опасная флора. Прям рядом с нами. Вы посмотрите на это чудо. Вы посмотрите на это чудо. Вот, оказывается, в чем было дело. Грузовое космическое судно. Оно и давало сигнал бедствия, получается. Я понял. Понял. Чуток мы перелетели. Давайте я сразу гляну по поводу импульсных двигателей. Звездолет. У нас есть чем заправиться? Тритий у нас есть, что мы заправляем. А вот здесь надо сейчас сделать будет, да, топливо. И чуток подлететь будет. Сейчас, один момент. С той стороны просто надо будет перелететь. И там уже приземлиться. Да, можем мы сделать. Давайте зарядимся. И одну, наверное, сделаем про запас, да? Или даже, может, парочку. А, парочку уже нельзя, что-то не хватает. А ну, чего не хватает? Дигидроген, металлическая обшивка нужна, я понял. Металлическая обшивка, это я понял. Так, давайте с той стороны корабля сейчас перелетим. Ой-ой-ой, аккуратно, не цепляйся. И вот с этой стороны где-нибудь приземлимся. А где чтобы приземлиться-то можно? А так, чтобы было аккуратненько. Не знаю даже. Ага, сигнал отсюда. Ну, тогда здесь где-то и садимся. Где-нибудь сейчас здесь и сядем. Значит, вот здесь, к примеру. Да, есть. Запущен процесс приземления. Садимся. Да, такая громадина. Такая громадина, это, конечно, еще надо обойти ее всю, скорее всего, придется, да? Да, вот он, сигнал бедствия. Капец. А тут же у нас еще и бури параллельно возникают периодически. Давайте я маяки сразу сохранения. А, это вызвать звездолет. Все, звездолет пусть будет здесь. Да, вот такой механизм. При нажатии вызывает столб лучезарный, это называется наш звездолет. И при нажатии вызывает звездолет. Маяк сохранения у нас, понятно, разбитый. Ну, давайте посмотрим, что наш... Крылья аномалии. Журнал поврежден, доступны фрагменты. Сигнал привел меня к обломкам грузового судна, повсюду разбросаны вырванные с мясом куски металла. Неужели сигнал был лишь коротким замыканием в цепях разбитого и давно покинутого корабля? Среди мусора я обнаружил бортовой журнал. Он все еще работает и ожидает моей команды. Прочесть журнал. Вместо того, чтобы вывести на экран судовой журнал, терминал извергает странную последовательность цифр. После них меня ждет короткое сообщение. Аномалии нужны звезды. Расправь крылья. К сообщению привлечен чертеж гипердвигателя. Ребята, чертеж гипердвигателя. Я забираю себе чертеж. Изображение
на нем изображен на нем гипердвигатель не подошел бы для огромного грузового корабля. Он рассчитан на массу стандартного звездолета. Кто-то поместил его сюда уже после крушения в надежде, что его найдут. Ура! Ура, еще раз ура, ребятки! Хром-металл, микропроцессор, мы можем сделать гипердвигатель и покинуть эту проклятую систему. То, чего я и хотел. Этим мы сегодня с вами и займемся. Начните установку гипердвигателя. Супер! Это просто офигенно! Как же мне эта система уже надоела. Так, сохраняемся. У нас появился гипердвигатель. Пока еще не появился, только чертеж, но тем не менее мы его поставим. Есть. Есть. Нам нужен процессор и нам нужен хром-металл. Для процессора, микропроцессора 5 штук нам надо. Да? Нет ресурсов. И хром-металл это медь, обработанная медь. Так, медь обработанная, мы можем обработать ее, скорее всего, сейчас и здесь. Если она у нас есть в наличии, конечно. Нет, сейчас мы найдем. Нет, мы ее давайте найдем. Так, а что у нас тут? Типа нам предлагают полететь. Добудьте, купите микропроцессоры, именно купите. Это мы сделаем. Давайте попытаемся что-нибудь сделать с хром-металлом. Да, для того, чтобы сделал хром-металл, нам нужно... Что нам нужно? Нам не хватает металлической обшивки. Ну, сейчас у нас будет металлическая обшивка. Давайте за костюм. Есть. И металлическая обшивка, ферритная пыль. Может даже 2? Да, 2 получилось. Отлично. Делаем теперь очиститель. Ой. И попробуем сейчас зарядить его. Углерод у нас есть. И давайте посмотрим, может быть, медь у нас есть. Металлическая обшивка, то понятно. Есть, да, у нас есть медь. И из меди можем сделать хром-металл. Не знаю, сколько получится. 150, я не помню, сколько там надо было. Ну, сейчас посмотрим. Все равно это лучше, чем ничего. Сейчас попытаемся добыть чуток хром-металла и потом рванем на базу. Вернее, не на базу нужно, а на космическую станцию. Рванем на космическую станцию с вами и попытаемся купить 5 микропроцессоров. Если у нас, конечно, хватит денег. Ну, не хватит, будем зарабатывать. По идее, должно хватить. Так, давай, делай, родной. Пока он там занимается. А что у нас вообще в корабле? У нас же, по идее, в корабле что-то может быть полезное, да? Так, сейчас он, короче, сделает. Я, наверное, еще посмотрю, что у нас на корабле вообще происходит. Возможно, там какие-то есть полезные ресурсы. Так, 160. Ну, 170, как бы, тоже, может быть, не хватить, да? Ладно. Ресурсы собрали. Дайте я посмотрю, сколько нам хром-металла нужно. Я, честно говоря, не запомнил. Так, продолжить. Я помню, что продолжить. Да, требуются... Требуются юниты. Ага, понятно. Понятно. Ладно. Сколько нам хром-металла надо? Хром-металла нам хватит, отлично. Хром-металл поставили. И теперь нам нужны микропроцессоров 5 штук надо. Я понял. Я хочу сейчас сгонять и посмотреть, что у нас на корабле. Давайте в сканер посмотрим. Ничего полезного, интересного тут нету. Это что такое? Грузовая капсула. Ага. 60 метров. Вот, я же говорю, что интересное тут, скорее всего, есть. А вы мне не верите. Вот, пожалуйста, грузовая капсула. Так, где наш манипулятор?
Тут-то есть хорошие. Только когда ты добудешь хорошее, скорее всего активируется радиация возле этой капсулы. Поэтому желательно бы ее добыть и быстренько отсюда смотаться. Да, сейчас я чуть-чуть продолбаю. Где тут вход? Да, я вижу этот вход. Нам потом быстро отсюда спетлять. Ага, мы сможем побежать сюда и сюда. Все, я понял. Где наша... Вот она, грузовая будет капсула. Единственное, конечно, мы ее раздолбать-то ничем не сможем, потому что у нас... Да. Пока добыть не можем. О, подождите. Получилось. Вы представляете? Получилось. Так, а это можно поковырять вот таким образом. Да. Так, есть. Мы внутри. Да. Капец, оно тут все. Мы-то внутри, конечно, всего этого добра. Вот нам сюда, скорее всего, да, нужно попасть. Правильно? А, нет, вот что нам нужно. Вот нам нужна грузовая капсула. Так, я просто смотрю, что здесь еще, чтобы здесь у нас не было никаких неприятностей с вами. Нам бы, конечно, какой-то элемент прикупить бы. Вооружение. Потому что мы сейчас безоружные, прям капец. Поврежденная панель, а за ней ничего нет, да? Нет, за ней ничего нет. То есть мы это дело открываем и быстренько драпаем туда, а оттуда туда, да? Все, я понял, я вас понял. Грузовая капсула, смотрим. Так, это давайте заберем. Ну, грузовая капсула. Забираем. Ну и получили наниты, получили повреждения. Защита от радиации. Да, я драпаю. Фу, удрали. Трошки удрали. Так, ну нанитов мы чуть-чуть получили. Уже хорошо. Да, давайте посмотрим еще здесь, что еще есть полезного. Кроме вот этих существ каких-то непонятных. Грузовая капсула, мы там побывали. А, их тут же несколько. Точно, еще грузовая капсула есть, да? И еще, ну вот, я не знаю, здесь мы были или не здесь. Так. Здесь мы были или не здесь? 40 типа метров. Не похоже, чтобы здесь. Так. Нет, наверное, все-таки мы были здесь. Ну, хотя нет. Где она тут? Грузовая капсула. Вот типа где-то здесь. Какие-то вкусняхи нас тут будут дать, да? Вот. У нас будет все время дамажить с вами радиация. Где спуск в эту грузовую капсулу? Усиление. Или может черт с ними, с этими капсулами. Просто полетим. А хотя, подождите, уже откопали. Давайте эту последнюю возьмем и потом полетим уже по квесту.
Так, здесь, если что, драпать куда? Туда и куда-нибудь, да? Есть такое дело. Грузовая капсула, да? Так. Ага, все, я понял. Вот уровень стабилизировали температуры, это хорошо. Сейчас я чуть-чуть расширил, чтобы быстренько отсюда потом драпануть. Есть. Есть. Нигде тут раздолбали, отлично. Теперь это дело надо почистить. Вот интересно, упал звездолет, да? Как внутри звездолета вот эта вся хрень появилась? Камнями все забито. Ну ладно, я понимаю, там обломками, еще чем-то, но камнем внутри. Ну, как-то странно. Так, ешечку. Здесь чего? Опять слизь. И опять ржавчина. Что у нас? Наниты? Наниты. Все. Вот. Драпаем. Защита от радиации снижается. Я понял, что защита от радиации снижается. Но еще успеть надо как-то все это дело улететь, убежать. Я понял. Все нормально. Не это самое, не шуми. Фу. Так. 137 тысяч требуется нам, чтобы купить нужное количество. Что же мы продадим-то, а? Да, интересно. Ладно. Сейчас что-нибудь найдем и продадим. Давайте какие-то ресурсы еще соберем. Чтобы нам было чем там поторговать. Чтобы было чем поторговать. Что у нас тут можно добыть? Опять грузовая капсула какая-то. Нам поизучать вот животных можно чуть-чуть. Добавят нам денег, да? Вот есть неизвестное здание. Давайте к нему слетаем. Может быть там что хорошее будет. Залежи фосфора тоже соберем. Плюс-минус. Давай, живность. Сканируйся. Дай мне денег. Ну, не хочет? Ладно, полетели. И нам, кстати, фосфор тоже нужен. Нам фосфор тоже нужен для наших... Для зарядок. Взлетаем. Взлетаем и давайте полетим сюда. Сколько лететь сюда? Далеко? 7. А, это моя база, елки-палки. Че это я? Ладно. Ладненько. Сканернем, может, что-нибудь. Или полетели, может, все-таки получится поторговать. Давайте полетим, посмотрим, сколько нам не хватает, если чего-то не хватает. Вот фосфора, я вижу, есть. Залежи фосфора где-то. Где-то рядом. Наверное, вот это, да? Или нет? Или да, или нет. Не вижу я отсюда фосфор никакой. А вот залежи фосфора внизу. А, все, вижу. Зона посадки. Давайте заберу я фосфор. Если что, чтобы было что продать еще дополнительно. Чтобы было что продать. Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сперва купить что-нибудь ненужное, да? А у нас денег нет. Так, силикатный порошок хорошо, но фосфор, конечно, будет нам полезнее. Забираем все это дело, все пойдет в дело, так сказать. Либо на торговлю пойдет фосфор, либо на заправку наших же компонентов. Жизнеобеспечение нужно, звездолет, ну и все там подобное, всякие ресурсы.
Так, собирайся, собирайся. Деваться там некуда, приходится даже вот с этих мелочей начинать и постепенно будем. Вот. Что нам нужно сделать? Мультитул. Наш мультитул разряжен. Нужно его зарядить. Технология заряжена. Технология зарядилась и погнали. Нам сегодня задача поставить двигатель, ребят. Поставить двигатель. Как минимум. А там посмотрим по ресурсам. Возможно, получится улететь. Я постараюсь, но посмотрим по ресурсам, которые для всего этого нужны. Завершен важный этап путешествия. Ходок. Я там находил много, да, уже получается. Так. Вот это немножко добыть, пока я здесь возле него стою. Чуток гидрогена. Его тоже продать можно будет по чуть-чуть. Все. Все, летим. Летим, как я и обещал. Не будем сильно задерживаться. Погнали. Летим, как я и обещал. Летим вот сюда. Кстати, если вдруг у нас не будет хватать денег, мы можем пособирать золото и серебро в космосе. И их тоже можно продать. Ну, сейчас посмотрим. Зря мы реликвию геков, конечно, подарили гекам. Надо было ее продать. Ну ладно. Видите, какая бедная система, такая бедная флора и фауна здесь. И, соответственно, проблемы с зарабатыванием денег тоже есть. Продайте предметы в торговом терминале на космической станции. При торговле переключайтесь между инвентарями звездолета и экзокостюма. Это понятно. Ну, пойдем поторгуем на космической станции. Посмотрим, на что нам хватит денег. Нам нужно 137 500. Навряд ли мы наторгуем, конечно, так все сразу. Ну, попробуем. Так, во-первых, интересно, тут у нас есть какие-то рядом астероиды? Пострелять по ком-нибудь, по чем-нибудь. Есть, да, немножко? Давайте глянем, там серебро, медь, золото, платина. Что тут есть? Кроме трития, или только тритий? Да, тут только был тритий, но это нам тоже вещь нужна. Что тритий не найдешь нигде. Ну, теперь вот серебро. Чуть-чуть подобываем. Чуть-чуть. Давайте астероид разбахаем. Вот посмотрим. Перегружен, я понял. Так, вот такое вот добро запускать можно, да? Ну, пока не так, лазер. Пока не лазером продолжаем. Чуть-чуть серебра наковыряем, чтобы можно было продать. Перегрев опять системы. Сейчас чуток набили серебра, чтобы мы его смогли тоже продать. Ладно, летим, посмотрим, что у нас там. Что у нас будет интересненького? Такое кольцо прикольное, такая туманность. Все такое запыленное, сияниями засвеченное. Полетели. Так, после того, как станции переделали, я вот это с вами первый раз на новых станциях бываю. Их терминал у нас то ли справа, то ли слева, где... А, сейчас, наверное, покажет, да, где терминал? Я понял. Побежали, посмотрим, где у нас терминал. Показывает, типа, где-то здесь. Где-то здесь. А, вон он. Все, я понял. Идет меня сюда. Идет меня куда-то сюда. Вот это он, наверное, да?
А, это ядро станции. Не, это явно не. Система жизнеобеспечения стабильна. Космическое наблюдение включено. Управление траекторией полета. Эффективность 84%. Канал связи с системой. Наблюдение Атлас. А, ну у меня пока ничего нету. Да, ввести код не могу. Значит, я просто ухожу. Пока так. Так и где наш терминал межгалактический торговый? Или здесь теперь его раскинули на кучу-кучу. Декоративное растение, углерод. Раньше как было? Раньше забегаешь, у вас есть, получается, тут куча народу ходит, геков, и плюс есть терминал. Вот я не вижу терминала. Вот я бегу сейчас на маячок терминала. Он типа где-то внизу находится, да? Вот это, кстати, оружейный терминал. Дайте я посмотрю, почем сейчас вооружение. Да, вот оружейный терминал, Б-класс. Ну нет, мне денег пока нету. У нас нет пока денег. Оружейный терминал. Да, тут, конечно, вооружение все. А, я далеко бегал. Тут еще посмотрите, вот еще есть точка станции, телепорт есть, а вот он терминал находится. А я везде ищу межгалактический терминал торговли. А вот находится телепорт, можно к нам на станцию телепортироваться. Так, ну все, заходим, смотрим. Что мы можем продать? Не, нам нужно продать. Эту ЖОБу это можем продать, да? 2 штуки. Продали. Очиститель не будем продавать. Снаряды продавать не будем. Нитрат натрия продавать не будем. Нам нужно с вами 130 тысяч, да, хотя бы. Тритий. Все такое дешманское. Вот извлеченные данные можно одни продать, да? На 50 тысяч. В принципе, фрагменты кристалла давайте я продам, они не нужны нам. Нитрат натрия, дигидрогель. Да, я, наверное, сейчас слетаю на планету и поищу извлеченные данные, да? Давайте я продам одни. Есть 90, еще хотя бы одни. Сейчас мы летим на планету, найдем еще одни. На первую попавшуюся планету залетаем. На нашей планете. Мы телепортнулись к нам на планету, вот сюда, да? Но на ней нету этих данных. И за извлеченные данные мы приобретем с вами... А вот это вот, кстати, звездолетик наш. Можно собрать новый. Здесь мы разбираем потом звездолеты, перепродаем. Ну, модернизируем, ну и прочее. Но пока есть, увы и ах. А здесь мы внешний вид можем перекроить свой. Тоже можно покраситься, перекраситься, изменить внешний вид. Ну, это я потом еще поколдую с этим всем делом. Давайте пока я останусь тем, кто я есть сейчас, если вы не против. Не хочу иметь внешний вид. Пока я останусь тем, кто я есть. Мы потом будем все эти вкусняшки изучать еще. Фабрикатор звездолета, да? Оснащение звездолета. Здесь все по звездолетам. Этап очередной важный путешествия я прошел. Космический перевозчик, заработал 94 тысячи юнитов, а нам нужно с вами 140 тысяч. Сейчас мы быстренько залетаем на какую-то планету, на любую планету притом. Погнали. Берем парочку. Так, если это наша планета, то на ней нету ничего хорошего. Это наша или не наша? Фиг его знает. Медь, фосфор, соль. Нет, это, наверное, не наша планета. Давайте сюда сейчас приземлимся. Здесь поищем эти компоненты. Возможно, найдем. Нам нужно парочку. Много брать не будем, мы не жадные. Еще прикол в том, что ты не увидишь, пока не приземлишься, не просканируешь, ты никак это дело не увидишь. Поэтому придется именно приземляться, тратить ресурсы на приземление.
Так, ну добывать потом в полном объеме это уже отдельно, это уже за кадром, чтобы вас этим делом не обременять всем этим. Где тут есть? Вот эта вот штука, конечно, такая жужжащий мешочек, это еще та фигня. Вот, 300, модуль есть, 300. А поближе есть где-нибудь? Поближе такие модули есть. 300 метров далековато. Это что такое? Поврежденный механизм 230. Ну, давайте, ладно. Давайте начнем с поврежденного механизма. Начнем с него. Благо, если вдруг какая-то буря начнется, мы быстренько спрячемся в пещеру, в которую можем сами себе, в принципе, ее выдолбать. Поврежденный механизм. Значит, сейчас забираем, посмотрим, что он там даст нам. И сразу же... А, кстати, я что-то нашел. Я что-то нашел. Так, есть. Может, тут по деньгам сейчас все нормально. Снаряды, снаряды. И... Ага, понятно. Атлас-пас нужен. Вот он, поврежденный механизм у нас. Кстати, посмотрите, он в воздухе, что он слетает. Технологический модуль. Даже ковырять его не пришлось. Отлично, поврежденный механизм. Забираем это добро. Что нам дает он? Извлеченные данные еще не дал. Ну, это чудесно. Мы можем, я так думаю, уже возвращаться даже. Да, у нас есть извлеченные данные, и мы вполне можем вернуться обратно к нам на корабль и лететь обратно. Довольненько, оперативненько мы все это сделали. Сейчас мы залетаем обратно. Откуда и прилетели, возвращаемся. Продаем это добро. Взлетай, взлетай, взлетай. Давай, 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 давай. Ведь, ну чуть-чуть осталось, давай, чуть-чуть еще. Вот. Продаем это добро. И быстренько ставим себе... покупаем сперва процессоры, 5 штук. Ну и потом быстренько все это дело ставим себе на звездолет. И мы можем улететь отсюда. Мы можем отсюда потом улететь, это самое главное. Вот с этого всего, с этих планет, с этой системы. На поиске приключений, на поиске новых галактик, новых систем. Новые планеты для жизни самое главное, потому что здесь мы жить не будем 100%. Это мега враждебная среда здесь такая, прям, ну капец. Так, есть. Ну что, полетели? Взлетаем, взлетаем, мне уже не терпится вернуться. Взлетаем. Где тут наша станция? Вот. Торговый терминал. Летим, 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 летим. Полетели. Есть, приближаемся. Тихо, тихо, тихо. Так. Это мы так можем разогнаться и впилиться в станцию где-нибудь. Где тут? Влетаем. Ребятки, это у нас No Man's Sky. Это подробное прохождение. Пока это не гайды, это просто обычное прохождение по сюжету. Недавно вышла очень большая обнова, но посмотреть можно на это обновление будет только после того, как пройдем основную сюжетную линию. То, что мы сейчас с вами делаем. Вот, это одна из причин. Так, торговый терминал у нас здесь. А ну-ка, дядька, подвинься. Так, ну что ж, продать. Где наши найденные? Вот они. 3 штуки за 150 тысяч. Продаем. Ребятки, мы продали. Отлично. Теперь нам нужно купить микропроцессоры. Купите микропроцессоры на космической станции 5 штук. Давайте глянем, они продаются ли здесь.
Если их здесь нету, то можно будет их купить. Микропроцессоры я тут не вижу. Значит, мы купим их, скорее всего, у кого-то с прилетающих сюда. Так. Ну, никого пока нет. Придется немножко подождать. С прилетающих сюда других космических кораблей. Пока ждем. Давайте пообщаемся. Торговать они навряд ли будут. Потому что это чуть-чуть не те ребята, которые торговлей занимаются. Попросим пока с диалектом помочь. Символ торговли. Конечно, мы торгаши будем знатные. Да, там кто-то прилетел. Не, дружок, опять к тебе. Я с тобой уже пообщался. Там кто-то уже прилетел. Так, есть, да, торговля. Отлично. Уйти. Отношения с геками. Где? Кто прилетел? Есть, вон он прилетел. Нам нужны 5 микропроцессоров. Ой, тут поналетело хорошо. Давайте подождем, спереди пообщаемся. Давай, дружок, поторгуем. Покажи, что у тебя есть вкусненького для меня. С моим приближением пилот немного округляет глаза, но все же решается на торговлю. Так, предложить поторговать. Есть микропроцессоры. Нам нужно 5 штук. Ой, нет, не 76. 5 штук. Ну что ж, готово. Ребят, уйти. Мы купили 5 микропроцессоров. Добудьте компоненты, очистите хромметалл. Это мы уже сделали. Хромметалл мы уже очистили. Соберите медь. Теперь он просит нас медь собрать. Ты издеваешься. Соберите медь 250. А давайте посмотрим. Может быть, можно купить просто 250 меди. Давай, покажи нам медь, пожалуйста. Не добудьте, а может купить ее можно. У тебя меди нет случайно? Хромметалл, не. Ну, добудьте меди, это понятно, но я не хочу. Так, а ну-ка. Давайте посмотрим. Не хочу добывать. Уйти, добывать. Может, здесь повезет, мы приобретем 250 меди и нам ничего не скажет. Давайте попробуем. Нету. О, есть медь. Отлично. Отлично, медь есть. Нам нужно 250. Нам нужно 250. 250. Давайте так, чтобы вот тютелька в тютельку, так сказать, да, было? Есть. Давай. Отлично. Ну, давайте посмотрим, надо нам дальше, нет? Очистите хроматический металл. Ну, у меня уже есть хромметалл. Зачем мне его очищать? У меня уже все это есть, я не хочу. Давайте звездолет. И попробуем уже установить. Вот сюда. Микропроцессоры ставим. Гипердвигатель у нас есть. Ребятки, у нас есть гипердвигатель. Для его зарядки нам нужна варп-ячейка. Это, конечно, та еще фигня. Варп-ячейка нужна. Как ее сделать, эту варп-ячейку, а? Контейнер для антиматерии и антиматерия нужна. Начинаются поиски антиматерии. Да. Цель достигнута. Гипердвигатель установлен. И, скорее всего, у нас будет большое путешествие по поводу поиска антиматерии. Отчет системы автодиагностики. Двигатель установлен. Статус топлива гипердвигателя отсутствует. Мой двигатель в полном порядке. Возможно, я и правда смогу найти нужные мне ответы среди звезд. Но без варп-ячеек ничего не получится. Мне нужно найти источник антиматерии. Тут настроим сканер на антиматерию. Что ж, ребят, мы кучу всего сегодня сделали. Мы поставили сегодня с вами гипердвигатель. Мы сегодня поторговали. Мы сегодня немножко апгрейд сделали нашей базы с вами. То есть мы вообще сегодня сделали очень и очень много. Тогда давайте искать уже антиматерию будем дальше, в следующей серии. Ну а с вами был Феникс.
Подписывайтесь, ставьте лайки. Ваша подписка на мой канал очень важна. Скоро увидимся снова. Пока-пока.